Если вы хотите полететь куда-то уже в ближайшее время, хотите принимать солнечные ванны и оставить все заботы, то рекомендую обратить внимание на Мальдивы. Ссылку на сайт, где есть свежие новости, какие есть правила въезда на Мальдивы, оставлю в описании под этим видео. Мальдивы. Стоимость от 145 тысяч рублей на двоих. Когда лучше ехать? Высокий сезон или сухой длится с ноября по апрель, то есть сейчас как раз сезон. Низкий сезон или сезон дождей длится с мая по октябрь. Средняя температура от 25 до 30 градусов. Виза не требуется. Ограничения по въезду. Для въезда в страну всем туристам потребуются результаты отрицательного ПЦР-теста. Давайте посмотрим более подробные требования по въезду. Подготовка к вылету. Авиасообщение осуществляется на регулярной основе. Авиакомпания вправе скорректировать срок действия теста информат ПЦР COVID-19 по внутренним условиям и распоряжениям. Если пассажир совершает перелет на Мальдивы с пересадкой, то первоначальный ПЦР-тест будет действительным, если время транзитной остановки не более 24 часов. Туристам, планирующим вылет на Мальдивы третьими странами и на обратном пути в Российскую Федерацию, следует уточнять правила транзитных виз и необходимости наличия справок ПЦР COVID-19 самостоятельно на сайте авиакомпании, осуществляющей транзит. Страна транзита может требовать наличия визы в зависимости от страны вылета. Внимание! Путешествующим рейсами Etihad Airways необходимо оформить платный ПЦР COVID-19 при возвращении в Российскую Федерацию. Туристы самостоятельно должны уточнять детали на официальном сайте. Ссылка на официальный сайт есть на travelata.ru. Ссылку оставлю в описании под этим видео. Виза не требуется до 30 дней нахождения. Срок действия паспорта не менее 6 месяцев со дня въезда на территорию Мальдивских островов. Детям необходимо иметь в наличии собственный заграничный паспорт. Иностранным для Российской Федерации гражданам может потребоваться виза для въезда на Мальдивы в зависимости от страны гражданства, а также виза для возвращения в Российскую Федерацию. Повторный тест на обратном пути следования в Российскую Федерацию может потребовать авиакомпания. Правила въезда и информацию по оформлению повторного тестирования следует уточнять самостоятельно на сайте авиакомпании и посольстве. В паспортах граждан Узбекистана должен стоять штамп МВД «Разрешение на выезд за границу». Налог на проживание включается в стоимость проживания, налог не возвращается и не пересчитывается. Допуск на рейс потребуется. Обязательно необходимо оформить декларацию о состоянии здоровья перед вылетом за 24 часа до прилета и перед вылетом в Российскую Федерацию. По итогу заполнения туристам предоставляется QR-код, ссылка на ресурс есть также на сайте travelata.ru. В форму декларации должны быть загружены данные ПЦР COVID-19 и фотография по формату ресурса. Особенности заполнения строго по действующему заграничному паспорту. Форма получения, QR-код, который необходимо распечатать или сохранить на телефоне по формату ресурса. Предъявите его при прохождении паспортного контроля. Без декларации туристы не будут допущены на борт воздушного судна. Дети должны получить QR-код на общих основаниях. Детям до 1 года не включительно. Загрузка теста ПЦР COVID-19 не требуется. Инструкции по заполнению декларации также есть, ссылка на сайте travelata.ru. Справка ПЦР COVID-19 потребуется. Сроки актуальности справки не ранее, чем за 96 часов до времени вылета. Срок теста отсчитывается от времени и даты забора биоматериала, а не от даты получения. Время и дата указываются в справке. Особенности справки. Справка должна быть выдана на английском языке и содержать в себе данные заграничного паспорта в оригинале с синей печатью и QR-кодом с формулировкой «Негатив РЭД-ПЦР». Освобождены от тестирования дети до 1 года, не включительно. Для вакцинированных и переболевших туристов наличие справки обязательно. Можете получить скидку 10% по промокоду Travelata в лаборатории Lifetime. Сдать тест можно, не выходя из дома или офиса. По прилету на Мальдивы карантин не потребуется. Страна пребывания в любой момент может потребовать соблюдения карантина.
По прилету производится тепловой скрининг на выявление температуры. В случае обнаружения симптомов заболевания необходимо пройти тестирование в аэропорту на платной основе. Стоимость около $100. Начиная с 7 мая 2021 года в 5 регионах введен комендантский час с 16 до 4:00. Обращаем внимание, что комендантский час введен в регионе Greater Male Area с 16 до 8:00. Перед вылетом в Российскую Федерацию необходимо оформить декларацию о состоянии здоровья. По итогу заполнения туристам предоставляется QR-код. Ссылка на ресурс также есть на travelata.ru. Инструкция по оформлению декларации для вылета в Российскую Федерацию. Также ссылка есть на travelata.ru. По возвращении в Российскую Федерацию. Подробнее ознакомиться с правилами возвращения туристов в Российскую Федерацию можно на сайте. Давайте посмотрим. По возвращении в Российскую Федерацию на регулярных и чартерных рейсах зарубежных курортов действуют правила. Для граждан Российской Федерации по завершению отдыха не позднее 60 минут до завершения регистрации по возвращении в Российскую Федерацию необходимо заполнить электронную анкету прибывающего на портале госуслуг. Ссылка для заполнения анкеты есть на сайте travelata.ru. Вот она, эта ссылка. С 20 июля 2021 года для прибывающих в Москву, аэропорт Шереметьево и другие регионы, кроме Санкт-Петербурга, анкета должна быть распечатана на одном листе с 2 сторон. Анкета включена в пакет документов по туру. Альтернативный вариант заполнения. Бумажный вариант, заполненный на борту воздушного судна. Просим иметь в наличии ручки для заполнения анкеты. Анкета передается сотрудникам Минздрава после получения багажа. Исключение в аэропорт Шереметьево необходимо представить до получения багажа. По прилету в Российскую Федерацию невакцинированным туристам в обязательном порядке потребуется сдать один тест ПЦР COVID-19 не позднее 3 календарных дней, включая дату прилета, включая детей с 0 лет. На время ожидания результатов необходимо соблюдать режим изоляции по месту жительства. Невакцинированные, вакцинированные и переболевшие туристы должны в обязательном порядке загрузить данные результата ПЦР COVID-19, сертификат вакцинации или справку о перенесенном заболевании COVID-19 на портале госуслуг не позднее 4 календарных дней по факту прохождения границы. Штрафы за несоблюдение режима правил возвращения устанавливают компетентные органы Российской Федерации. Также указаны ссылки для загрузки данных. Официальная информация от 6 июля также доступна по ссылке. И дополнительная информация 28 июля также доступна по ссылке. Иностранным для Российской Федерации гражданам может потребоваться виза в страну, выбранную по туру в зависимости от страны гражданства, а также виза для возвращения в Российскую Федерацию. Информация о правилах въезда уточняется туристами самостоятельно. Повторный тест на обратном пути следования может потребовать авиакомпания. Основным документом прохождения границы Российской Федерации является оригинал ВНЖ, свидетельство о заключении брака с гражданином Российской Федерации или паспорт Российской Федерации. Финальное решение о пропуске в Российскую Федерацию будет принимать пограничный контроль. С 10 июля 2021 года для пересечения границ Российской Федерации потребуется отрицательный результат ПЦР COVID-19, полученный не ранее, чем за 3 календарных дня до прибытия в Российскую Федерацию, с обязательным наличием мобильного приложения «Путешествую без COVID-19». Ссылкой для скачивания приложения «Путешествую без COVID-19» на iOS, на Android. Также они указаны на сайте travelata.ru. Если у вас остались вопросы, пишите мне в комментариях, подписывайтесь на канал, поставьте лайк, если видео понравилось. Если какие-то новости появятся, я вам обязательно об этом расскажу. Путешествуйте, радуйтесь жизни. Всем пока-пока.